Всем доброго времени суток! Сегодня я с вами опять на связи. И это видео я рекомендую посмотреть тем, кто планирует вязать по моему мастер-классу данную модель, которая на мне и на манекене. В этом видео я собрала очень важные моменты и нюансы, которые могут нас ожидать при вязании. В мастер-классе мы будем вязать именно вот эту маечку, которая сейчас находится, которая надета на мне. Вот это вот вы уже видели, это была у меня первая майка. Эта маечка и на мне, которая, они связаны абсолютно одинаково. Одинаковое количество петель, одинаковое количество рядов, но есть одни нюансы. И первый очень важный нюанс, который я хочу обратить ваше внимание на это выбор нити, подбор, подготовка и выбор нити. Эта маечка связана из слонимской пряжи в 3 сложения. Она полушерстяная. Конечно, не совсем подходит полушерстяная нить для летнего гардероба, но у меня она была, я хотела попробовать эту модель. Она неплохо получилась, и сама нить очень приятно и хорошо вяжет. Вот эта ниточка, вы, наверное, все знаете слонимскую пряжу, она очень тонкая в одном сложении, и вот в 3 сложения была связана вот эта маечка. Маечка, которая на мне была связана тоже из нити, из пряжи слонимской, но слонимскую пряжу, тоже полушерстяная, я взяла в 2 сложения, и у меня была ниточка вот такая вот с люрексом, наверное, это типа пана, и получилось, что эта нитка, она тоньше, чем вот эта, немножко. И за счет этого вы уже потом увидите, что сами петли, они стали меньше, мельче. Вязание немножко усложнилось тем, что петли слишком были такие мелкие, и переносить петли, допустим, когда мы убавляем вот эти места, пройму, было сложновато, сложнее, чем когда я вязала вот маечку полностью из слонимской пряжи. И еще один нюанс. Я покажу сейчас, что за счет того, что одна из 3 нитей в этой майке была чуть-чуть тоньше, сама майка то получилась короче и уже. Но, в принципе, посмотрите, у меня 46 размер, она мне отлично села. Как и это, так и это. Вот, пожалуйста, я положила специально их вместе, друг на дружку, показать, что чуть-чуть, не намного, я хочу сказать, но чуть-чуть и по длине, и по ширине маечка, которая связана полностью полушерстяной ниточкой в 3 сложения, она длиннее и больше, шире. Здесь вот в этой маечке, которая с добавлением было вот этой вот нити, сейчас покажу, вот это вот с люрексом, вот это вот мягкая нить, а вот эта нить, она пожестче, и за счет, наверное, этого она и как бы вот жестче смотрится. Не намного получилась разница, но вот она немножко есть. По весу получилось 102 грамма. По поводу размерного ряда, что хочу сказать. Этот манекен на 42 у меня, я 46, объем груди 96, вот так 97. И на данной модели хорошо сидит на манекене, и в принципе на мне тоже, то есть все четко попало в размер. Конечно, сложность данной модели, вязания данной модели заключается в том, что тут очень маленькая плотность. Всю основную часть мы вяжем на плотности 4. И очень я рекомендую вам
не вязать с темных ниток, потому что, ну, темные нитки для глаз, вот такие петли просто будут убийственны для ваших глаз. Не нужно. Если тем более вы новичок и делаете это первый раз, то делайте, выбирайте светлые ниточки. Вам будет лучше видно, какую петлю перебрасывать, удобнее вязать. И опять же, я очень люблю данную технику. У меня очень много вещей, которые я вяжу именно плотной вязкой. Мне нравится, как она держит форму. Я не люблю оверсайз, вы уже знаете. По поводу вот этих вот наших завязочек. Вяжите их длиннее, чтобы они свисали побольше. Так красивее получается. Они такие, это летний вариант маечки. Оно будет еще больше придавать нам изящество, легкость, красоту, свободу. Вот. Ну, в общем, это красиво, мне нравится. Потом, когда вы будете вязать, вы увидите у меня вот такие вот, как бы, как крылышки бабочек, я хочу сказать, ну вот, как бы такое говорю. В принципе, вот эта вот часть, сейчас покажу поближе, можно запускать ее более плавнее. Можно. Но если вы будете точь-в-точь делать, как у меня, то тоже будет все хорошо и красиво. Я специально делала вот эти штучки, я уже рассказывала в прошлом видео, что за счет них немножко подбираются вот эти места, которые у нас появляются с возрастом. Также я хочу показать спинку этой маечки, которую мы будем вязать, и рассказать тоже еще про один нюанс. В данной модели я делала спинку одинаково, так же, как и здесь. Но вот сюда, вот, где у нас планочка, у меня есть видео еще, как я делаю эту планочку. И в этом видео я покажу, как я делала эту планочку. Я вставляла сюда резиночку, чуть-чуть. И вот здесь вот по бокам, не доходя до этого шва, который я сшивала две детали, я вот здесь вот делала строчку на машине, зафиксировала резиночку. Скажем так, обратила внимание я на то, что когда есть резинка, она в принципе без резинки. Вот эта модель без резинки. Но когда я надеваю вот эту модель с резинкой, она более как-то фиксированно держит форму мою. Вот, поэтому, возможно, тоже обратите внимание, может вам подойдет тоже такой вариант, если вы вставите резиночку. То есть резинкой вы можете как бы даже, если вам маечка будет больше, вы можете резинку натянуть побольше и зафиксировать по бокам. Ну и она более, создает такой каркас. По выбору еще размера хочу сказать. Вы можете взять больше на единицу плотность, на пятерочке. Получится маечка немножко шире и длиннее. Может быть, это будет и вам то, что надо. И, скажем так, в работе с петлей вам будет легче, особенно для новичков. Может быть, кто-то меня чуть-чуть больше там. Тоже это подойдет, этот вариант подойдет. В общем, приглашаю я вас всех на свой мастер-класс по вязанию на вязальной машине данной модели. Этот мастер-класс будет разделен на две части. В первой части мы будем вязать перед. Она где-то у меня вышла чуть больше, не больше часа, где-то в час мы вложились, но это вместе с разговорами. Разговоров немного будет. И вторая часть – это спинка. Спинка, скажем так, вы вообще на изи сделаете, быстро, там нет никаких сложностей. Поэтому переходите в описание под видео, там будут ссылки на эти части мастер-класса, переходите и вяжите вместе со мной, пробуйте, и легкой вам работы.
Всем спасибо, всем пока!